Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 15 по 21 декабря. Давайте же посмотрим, что вас ожидает и какие карты вам сегодня выпадут, что интересного произойдет у вас в вашей жизни именно в этот отрезок времени. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайки, комментарии, любую активность вашу я приветствую. В принципе, любое сообщение, которое я получу от вас, меня порадует, поэтому пишите, не стесняйтесь. Я буду очень-очень признательна, что вы таким образом себя проявляете, и я увижу, что не зря записывала, собственно, этот расклад и это видео. Итак, близнецы, давайте посмотрим, что же происходит у вас в этот отрезок времени. Расклады я, как обычно, делаю по дням. То есть на каждый день недели мы достанем по одной карте. Сначала из основной, а затем из дополнительной колоды. И посмотрим, собственно, что же у нас получится для вашего знака зодиака. Итак, близнецы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница, суббота и воскресенье. Итак, какие у нас карты есть и что у нас, собственно, имеется. Есть еще и карта повешенного с семеркой жезлов на дне колоды. Здесь будет ситуация для вас в чем-то тупиковая, такое, знаете, как пауза остановки, которая заставит вас посмотреть на вещи по-другому и, возможно, заставит вас справиться стойко с каким-то вопросом, с какой-то неприятностью или трудностью, с которой, возможно, придется как будто бы сражаться, противостоять ей, но и это загонит вас в какое-то оцепенение поначалу. Возможно, какая-то ссора или конфликт, разногласия может здесь заставить вас задуматься о положении вещей, возможно, переосмыслить что-то, пересмотреть что-то, но постараться решить вопросы не физически, не силой, не конфликтами и разжиганием конфликта, а как-то мирным путем, то есть постараться повлиять на какую-то ситуацию, оказать содействие, воздействие, влияние на кого-то, возможно, убедить, уговорить кого-то здесь в борьбе отступить или каким-то таким образом поступить, или благоразумно поступить в какой-то борьбе. Давайте посмотрим также, что здесь у вас есть. Есть королева пентаклей. В самом начале, собственно, расклада у вас здесь выпадает королева пентаклей, карта земного знака, которая, в принципе, да, может показывать здесь общение с земным знаком. Это девы, тельцы или козероги, какие-то важные вопросы, связанные с таким человеком. Возможно, вы решаете здесь также и финансовые вопросы, какие-то покупки совершаете или какую-то сделку, да, возможно, по королеве пентаклей, или в целом вот вам хочется стабильности и постоянства и в отношениях, и в работе, и вы проявляете много сердечности и верности в отношениях с партнером, с парой своей, либо по королеве пентаклей трудолюбивы и все делаете для того, чтобы притянуть какое-то вот благополучие и опять-таки достаток финансовый, который дает вам спокойствие, ощущение постоянства, ощущение спокойствия, собственно, по этой карте. Давайте посмотрим, что же здесь есть в дополнении, почему выпала карта королева пентаклей у близнецов и какая карта у вас здесь будет дополняющая. Карта десятка пентаклей. Снова пентакли. Снова пентакли — это достаток, это все, что связано с деньгами, с материальным, с благополучием, с какими-то мудрыми решениями, касающимися финансов, может быть, или успешная работа, которая приносит вам деньги и стабильность в ваш дом. Может быть, какие-то финансовые вопросы, касающиеся вашей семьи, здесь будут актуальны, или какие-то покупки в вашу семью, в ваш дом, вашим детям, или вашим близким, да, по десятке пентаклей. Давайте посмотрим, что дальше есть. Есть двойка жезлов. Здесь такой человек, который держится за один жезл и смотрит вдаль в намерении попробовать что-то новое, что-то иное, как вторую возможность, вторую опцию. То есть у вас есть несколько вариантов, и вы рассматриваете возможность, думаете, подходит ли она мне, стоит ли мне ее принять, или какое-то предложение, или воспользоваться каким-то шансом, или не стоит. И вы интересуетесь этим шансом, думаете об этом. Вот она, двойка жезлов, собственно, и то, что она собой олицетворяет. То есть вы проявляете интерес
в том, чтобы разобраться в чем-то для вас важном, интересном, может быть, удовлетворить свое любопытство. Возможно, вы занимаете здесь какую-то нейтральную позицию и должны выйти посредника между кем-то и кем-то. Возможно, по двойке жезлов здесь у вас есть несколько вариантов, и вы думаете остаться с тем, что у вас есть сейчас, то есть синица в руках или журавль в небе, да, думаете, мне лучше остаться с тем, что у меня есть, пусть небольшим, но моим, либо чем-то более значимым, более солидным, более таким, знаете, восхитительным, но вы не уверены, получится ли у вас. И вы взвешиваете варианты, пытаетесь разобраться, да или нет, соглашаться или не соглашаться, что делать. То есть здесь может быть какой-то такой вот вариант выбора. Давайте подумаем, что же здесь еще может иметь место быть и почему выпала двойка жезлов, собственно, у близнецов. Двойка жезлов. Кстати, может быть, у кого-то как на распутье, знаете, как поездка или на чемоданах, ждете какой-то поездки тоже, поэтому двойка жезлов, она может такое тоже означать для кого-то из вас. Ну, давайте посмотрим. Двойка жезлов. Двойка жезлов. Карта туза кубков. Как хорошая возможность, которая вам дается, как какое-то хорошее открытие или хорошее предложение, или хороший подарок судьбы, как шанс сделать шаг к чему-то новому, лучшему, что принесет много радости, позитива. То есть какая-то хорошая возможность, которая вам здесь предстоит, да, и которая дается. Карта королева мечей, воздушная стихия, ваша стихия, близнецы, ваша карта. Вы здесь можете быть настроены очень решительно в том, чтобы решать какие-то вопросы, дела и в целом быть очень ответственными. Вы стараетесь контролировать то, что происходит в вашей жизни, может быть, даже контролировать окружающих вас людей. Где-то в какой-то степени можете быть чересчур властными или холодными по этой королеве мечей, проницательными, внимательными к деталям и замечать какие-то детали там в рабочих моментах или в отношениях с близкими вам людьми. Можете быть очень честны и очень прямолинейны в общении с ними, и также можете получать какие-то честные в свой адрес ответы, если вы просите ответов, собственно, да, от кого-то, кто вас окружает в вашем окружении. То есть здесь такая вот прямолинейность, искренность, какая-то открытость может быть, но такая холодная, где-то ранящая, какие-то разговоры, которые обнажают правду, они могут иметь место быть. Возможно, общение с таким, как вы, воздушным знаком. Это весы, близнецы или водолеи. Карта королева мечей у вас дополняется пажом кубков, как обсуждение какого-то шанса или обсуждение возможности ухватиться за какую-то уходящую перспективу. Как будто бы что-то теряется, вот может потеряться как шанс, если его сейчас не схватить. И вы думаете об этом, вы обсуждаете эту ситуацию, проговариваете ее, потому что вот вы понимаете, что если не сейчас, то когда? Если не сейчас, то этот шанс может ускользнуть, уйти от вас, и потом не получится эту ситуацию решить так, как получается сейчас в среду. Карта иерофанта или карта священника такого, карта духовника может показывать ваше желание здесь поступить мудро, да, разумно, как-то с знанием дела, может быть, исходя из своих знаний и опыта, или исходя из того, что вам советует такой человек. Это может быть какой-то ваш наставник или учитель, с кем вы общаетесь. Для кого-то это человек знака Телец, для кого-то это в целом вопросы, касающиеся традиций, традиционных ценностей, семейных ценностей для вас. Может быть, здесь какие-то важные вопросы вашего брака должны решаться. Или какие-то вещи важные, касающиеся вашей семьи, вашего союза. Поэтому карта иерофанта здесь есть. Ну вот в целом, да, это мудрость. В любом случае это мудрость и желание поступить мудро. С девяткой пентаклей поступить мудро, чтобы успешно что-то завершить. Прийти к успеху, принять какое-то мудрое решение, поступить разумно, чтобы добиться успеха, может быть, в какой-то работе, последовать совету вашего наставника, учителя, да, начальника, чтобы добиться успеха. Тоже как вариант, возможность куда-то идти и встречаться, семейные ценности, да, с вашими близкими, с родственниками, может быть, у них какие-то праздники, торжества, на которые вас приглашают, тоже может быть. Дальше десятка жезлов, карта перегруженности. В целом это может быть перегруженность делами, работой, какими-то каждодневными задачами, которые на вас возлагаются. А также может быть ощущение в отношениях, что вы чересчур много на себя взвалили и многое тянете, больше, чем следовало бы. Вытягиваете на себе домашних обязательств и дел.
И по десятке жезлов здесь может быть даже какой-то момент недопонимания или скрытности, которые вы чувствуете от людей, с которыми здесь общаетесь. Но основной акцент — это мне тяжело нести эту ношу, очень устали, может быть, хочется побыстрее завершить эту рабочую неделю, потому что здесь какое-то чувство загруженности может присутствовать в пятницу, то есть прям сложно, тяжело. И карта шестерка жезлов, она показывает, что вы стараетесь тянуть на себе этот груз, и решительность ваша, скорее всего, окупится, и ваша настойчивость приведет к успеху, приведет к победе, но при этом вам нужно будет очень многие вопросы в пятницу решать, как будто действительно, знаете, выполнить всю работу там за всю команду, за весь коллектив, то есть сделать очень много задач, которые вам здесь предстоит сделать. Может быть, вас похвалят за то, что вы взяли на себя больше, чем следовало, такие стахановцы, перевыполнили какой-то план, и вас за это хвалят. Мол, ого, ничего себе, сколько вы успели сделать. И вас могут ставить в пример окружающим, каким-то образом вас выделять из толпы. Дальше идет восьмерка жезлов, карта, которая рядом соседствует с колесницей. И вот она может показать, что здесь быстрое событие происходит. Может быть, даже какие-то поездки, какие-то путешествия, какие-то передвижения имеют место быть, когда вы быстро принимаете решение куда-то поехать, отправиться в дорогу, поехать решать какие-то деловые вопросы. Можете общаться с большим количеством людей, переписываться с ними, созваниваться, встречаться, вести какие-то диалоги и заводить новые знакомства. И также в целом здесь что-то, что будет способствовать быстрому прогрессу, быстрому развитию ситуации, потому что восьмерка жезлов, она такая очень быстрая, очень стремительная энергия. Кстати, энергия стрельца, у кого-то может быть что-то со стрельцом здесь связано, и карта пажа пентаклей. Вы здесь можете опять-таки общаться с другими людьми, получать от них какие-то предложения, возможно, выгодные, сами ехать куда-то и по пажу пентаклей, проявляя усердие в каких-то вопросах, добиваться прогресса, добиваться хорошего результата. То есть паж пентаклей дает вам эту возможность здесь, дает этот шанс получить этот пентакль. Если вы будете активными, если вы будете в динамике, если вы не будете сидеть на месте, если вы будете проявлять себя по пажу пентаклей. Также можете дарить кому-то подарки, что-то материальное отдавать, как вот этот пентакль, это что-то ценное. Карта колесница, карта тоже движения и прогресса, поездок, возможно, которые имеют место в вашей жизни в конце недели. Но также здесь могут быть и вопросы, связанные с вашим транспортом, когда вам нужно решить какие-то дела ваши с машиной, допустим, с ремонтом машины или что-то такое. Либо вы думаете о какой-то поездке, здесь тоже куда-то едете, тоже может быть по колеснице. Поэтому здесь, собственно, эта карта. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Карта колесница и карта короля кубков. Очень много эмоций, которые вы здесь выражаете. Возможно, по королю кубков какие-то приятные для вас поездки, приятные передвижения, очень много эмпатии в отношении к другим людям. Чувствуете настроение других людей, когда к ним едете, с ними встречаетесь. Можете ехать куда-то, чтобы там, не знаю, кого-то с чем-то поздравлять. Это кубки поднятые, это какие-то тосты, это поздравления, это веселье, это смех. То есть хорошая достаточно карта короля кубков, действия как такового, потому что король — это в любом случае действие, король — это всегда огонь, несмотря на то, что это стихия водная. И так как это король именно кубков, то есть это огонь в воде, огонь воды, это огонь чувств, это какая-то страсть, это проявление страсти, проявление эмоций. Это все в таком порыве, может быть, стремительное какое-то изменение в отношениях, допустим, ваших, если мы говорим про пару, вашу, возможно, какой-то есть прогресс в отношениях, возможно, есть дальше, продвинуться в ваших отношениях, то есть есть какие-то хорошие изменения, у кого-то поездка на свидание, где вы можете говорить опять-таки о своих чувствах и проявлять себя. Хорошие карты у вас выпали близнецы, с чем я вас поздравляю, желаю всем всего самого хорошего на следующей неделе. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого!